Всем привет, меня зовут Кичугин Эдуард, и моя тема ландшафтная архитектура, и ландшафтный скетчинг, и архитектурный скетчинг, ну, и скетчинг в путешествиях. И я делаю это различными материалами. В этом варианте это перо и тушь, перо и чернила в такой технике полуакварельной живописи и полутехники пера и туши. И смотрите у меня в описании к этому видео очень много плейлистов по тому, как в различных техниках делать быстрый рисунок, быстрые наброски. Ну, смотрите, берите листик, бумажку, одновременно рисуйте со мной. Это прекрасный способ научиться. Ну и ставьте лайк, там, подписывайтесь на канал. Все это очень хорошая тема. Колокольчик тоже ставьте, чтобы новые видео не пропустить. И я начинаю всю эту историю с того, что делаю линию горизонта. Линию горизонта, а на нее ставлю контурный вид моего домика, который является основанием для вот этой мельницы, которую я сейчас буду рисовать. Рисуйте вместе со мной и смотрите на характер штриха, на тип линии, который я использую. Я его проговорю, но то, сколько можно взять из визуальной информации, это несравнимо, сколько можно взять из такой, ну, аудиально-текстовой. Для вот такой сферы визуальной деятельности, которую, в общем, я сейчас и показываю. Я использую тушь, ну, тушь такая, чернила, Winsor Newton, Calligraphy Ink, вот такая вот баночка, сепия цвет. И перо, в данном случае звездочка. Я тут немножко пытался уйти от звездочки, но нет, не получается. Я пытался пойти в историю с советским чертежным пером номер 41. И да, в некоторых моментах оно супер рулит. Но для такой квик-квик истории, где быстро-быстро-быстро, эмоционально все-таки звездочка лучше. Перо номер 41, оно намного более жесткое, оно для более строгой графики. Ну, в принципе, вот. Для того, чтобы принести много туши на рисунок, вот как вы видели на предыдущем слайде, звездочка подходит все-таки сильно больше, потому что она набирает тушь больше и более гибкое перо. С ним проще варьировать нажатие, и линия получается богаче. С пером номер 41 линия получается более сухой, более точной, ну, более такой утонченный. А вот здесь больше экспрессии, больше такого безумного кайфа. Вот. Следующий этап, когда я получил контурный рисунок, я прихожу туда с waterbrush, аквабраш, ну, водная кисть. В эту воду налита вода, в эту кисть налита вода, и я приношу ее туда, и эта вода, она сразу же начинает размывать те линии, которые я уже нанес пером звездочка. И так как тушь, которую я использую, она водорастворимая, поэтому эта тушь водорастворяется, что логично, и получается такой классный эффект. Я использую цвет сепия, если вы хотите получить такой же результат, ну, используйте такие же материалы. И на мокрую поверхность я приношу такие капли воды. Там, где мне кажется, что слишком много воды, вот я протираю салфеткой. И получаются различные очень эмоциональные эффекты, как в акварельной живописи, но не в акварельной живописи. Это гризаль пером и тушью. Это интересная тема. В общем, мне нравится. Уже получился очень эмоциональный скетч, такой очень выпуклый, очень живой, очень сильный, ну, очень классный. И я попробую, что можно с ним сделать, чтобы его еще улучшить. Когда вот эта вот вода, в которой растворена тушь, она немножко подсохнет, я использую для того, чтобы, ну, высушить ее, я использую фен. Я ставлю так листик, направляю на него фен, и он радостно это все сушит. Обычно это происходит минуты за, ну, там, одну-две, наверное, три. Так это высыхало бы дольше. И тут есть еще один момент эксперимента, который я проводил. Я подумал, а может ли такая техника, насколько она хорошо будет работать на обычной акварельной бумаге, на русской. И в этом эксперименте я брал для себя бумагу рыбачка.
Это такая очень недорогая русская бумага, и, в общем, она такая ни на что не претендует, по сути, ну, по сравнению с тем, которую там я использую до этого. И по цене это очень-очень большая разница. Бумага рыбачка стоит очень недорого, там, по-моему, 100 рублей, 20 листов формата А4. Вот это то, что я сейчас для этого рисунка использовал. И, как оказалось, это, в принципе, очень даже, ну, неплохо получается. Если использовать вот такую технику, она прям работает очень даже хорошо. Не сказать, что я не вижу отличий, но те моменты, которые мне нужны для того, чтобы вся эта история сработала, они сработали. Вот что интересно. Поэтому, может быть, я немножко буду скетчить и на этой бумаге, чтобы, ну, понять такие штуки, которые мне важны. А потом снова перейду на какую-то более дорогую, потому что более дорогая бумага делает фактурную историю. Она все-таки намного интереснее работает с цветом, ну, и с тоном, растворенным в воде. Вот за это, в общем, и берут деньги за дорогую бумагу. Когда снова все подсохло, я возвращаю эти формы, которые были немножко размытые. Я снова прихожу туда с пером, тушью и подчеркиваю эти формы. Ложу штрих по направлению моей формы. И, как вы видите, я не стремлюсь к аккуратизму. Вся эта история прекрасно работает, даже если линии такие, ну, дрожащие, эмоциональные. Это даже и лучше, если вы не проводите прям прямые, такие точные линии, ну, как я обычно делаю, то это все равно работает очень хорошо. Вот в этом, кажется, мне тоже плюс вот такой скетчевой техники. Вы можете не рисовать точно, но рисовать эмоционально, и это будет супер классно. Вот рисую оконные проемы и намечаю вот эти вот ребра, окна, общие формы домика такими довольно рваными, довольно эмоциональными линиями. И вот приношу такую большую интенсивную лужу туши для того, чтобы прийти туда с водой и сделать вот такое размытие. Потому что мне показалось, что будет интересно, чтобы а, не отражение в земле, а такое впечатление на земле от того, что стоит наверху от домика. Мне показалось, что это будет хорошо. Тут, по сути, я рисовал не тень, я рисовал впечатление, отраженное на земле. Как ни странно это звучит, но это работает. Вот. И в деталях все это выглядит очень даже симпатично. Э, И теперь что я делаю дальше? Ну, обычно мне это все интересно не просто как картинка, а как какая-то ценность немножко, может быть, другого уровня. Ну и потому что вся эта история — это история архитектурного скетчинга и ландшафтного скетчинга. Мне важно показать не только впечатление, импрессию, но и дать информационный контекст. Ну и плюс то, что я сейчас очень активно учу английский язык. Для меня это важно, поэтому я пишу текстовые описания по поводу того, что размещено на данном рисунке. Ну и по сути это одна из мельниц в Нидерландах, которые теперь, по-моему, с 2003 года, если ничего не путаю, они стали объектом, если опять же ничего не путаю, а, наследие национального, ну, что-то вот такое вот, такая вот, блин, большая история. Если вам интересно, вы погуглите и посмотрите. Мне кажется, что важно не просто рисовать, не просто делать такую историю. Тын-тын, я вот нарисовал такую штуку, смотрите, какая такая штука. А приносить туда культурный и информационный контекст. Поэтому на многих моих рисунках есть вот такой контекст. Ну, раньше его писал на итальянском, и теперь мне не сказать, что я выучил итальянский, вообще не сказать, но мне пришлось в последнее время переориентироваться на английский, и я тут вынашиваю планы создания англоязычного канала. Ну, в принципе, он уже есть, но там ни одного видео по-английски нету. Вот, ближайшая моя деятельность будет в создании англоязычных таких видео. Но русскоязычные я тоже буду продолжать, поэтому, в общем,
А, Тоже смотрите, эта история будет продолжаться, потому что мне важно, чтобы то, что я делаю, оно было и для моей родины. Ну, да. Теперь подпись. Эдуард Кичигин. Какой сегодня год? 2019 точно. И сейчас я покажу в деталях, полетаю над рисунком, посмотрите, как работает такой архитектурный скетчинг, скетчинг в путешествиях вблизи, в детальках, как он работает. Ну, вот видно, что это не очень дорогая бумага, видно, что это прям такая простенькая бумага. Не происходит такого чуда, которое происходит с дорогой бумагой, когда эта вся история прям работает типа лакшери. Но многие эффекты сохраняются, и это плюс, скорее всего, вот этой вот туши винцеровской, потому что она, играет и работает так, как и на дорогой, но не работает с бумагой, потому что бумага этого, не может. В общем, вот, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте там колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И рисуйте одновременно со мной. Смотрите, там в плейлисте, в описании много плейлистов на такие лайфхаки и способы рисования других всяких штук. А меня зовут Кичигин Эдуард. Всем чао-чао, было приятно поскетчить. Лайк и коммент.